Ну а сейчас на эту сцену вновь мы бы хотели пригласить CEO компании Global Intellect Service Вячеслава Ушенина. Я хочу с вами поговорить о том, за счет чего мы будем расти во второй половине 2017 года, то есть наши ресурсы роста, наши точки роста. И для того, чтобы к этой теме перейти, мы начнем с организационной структуры, как у нас было, когда мы начали и только выпустили продукт. Мы сделали первую презентацию официальную нашего продукта 18 января 2015 года. Это было 2,5 года назад. И тогда, когда мы начинали, организационная конструкция, она выглядела таким образом. Компания-разработчик Global Intellect Service, мы занимаемся созданием продукта, его поддержкой, развитием, и так далее. Затем, как best practice, любая IT-компания, сегодня это норма, мы имеем свою партнерскую программу, у нас есть своя собственная партнерская программа, мы назвали ее Smart Business. И на сегодняшний день мы считаем, что это, если не самая, то одна из самых успешных партнерских программ на территории СНГ точно. Программа на стыке, скажем так, симбиоз аффилиатных программ и франшизы. И наши партнеры, партнерская программа, она призвана заниматься продажами, это как лид-генератор, и потом идет клиент в этой организационной конструкции, то есть так как продукт был простым, там было просто мало функций, и в принципе компетенции партнера, который продавал, достаточно было для того, чтобы донести ценность основную. Мы тогда начинали с одного УТП, два, оцифровка клиентской базы и оцифровка сарафанного маркетинга. Понятно, что ничего не стоит на месте, все развивается, и мы активно работаем над продуктом. В 2015 году мы сделали 9 крупных обновлений продукта, в прошлом году, в 2016, уже 10 крупных обновлений продукта. За прошлый год только мы сделали более 30 обновлений нашего мобильного клиента, мобильное приложение. В данный момент сейчас команда разработчиков идут полным ходом работы над версией 2.0. Это новая генерация уже продукта. Это не просто обновление, это новое поколение продукта, UDS Game 2.0. И понятно, что все это привело к тому, что продукт утяжеляется, добавляется много всяких возможностей. И взять такую хорошую метафору, сравнить наш продукт, когда мы только запустили, когда он только вышел из бета-версии, и продукт сейчас, то это как, знаете, как кнопочный телефон Nokia и iPhone. Да? То есть это два телефона, у которых есть функция делать звонки, но если вы будете разбираться в iPhone, то вы увидите много функций там, которые несут очень много ценности. То же самое и с нашим продуктом. То есть то есть можно его до сих пор использовать как просто оцифровка сарафанного радио или оцифровка клиентской базы, либо можно немножко углубиться, изучить его и понять, что там есть очень много на сегодняшний день ценностей. И поэтому конструкция, сейчас правильная конструкция, она выглядит таким образом. Причем это, знаете, это не наш самобытный путь развития, это в принципе то, что мы видим на рынке, в плане развития всех IT-компаний, которые работают на рынке B2B. И в нашем моменте добавляется интеграция, внедрение. Это, если говорить про метафору, про телефон, то это, например, вы, когда у вас есть там родители, мама, папа, и вы им подарили iPhone, а у них всю жизнь был кнопочный телефон. Вы говорите ему, это телефон, и самое лучшее, что в этом случае происходит, он действительно начинает звонить, родитель ваш. А в худшем случае он на следующий день отдаст обратно телефон, скажет, здесь нет кнопок, я не знаю, как им пользоваться. То же самое бывает и с нашим продуктом. Поэтому здесь нужна интеграция и внедрение, это ресурс роста на вторую половину 2017 года. Сейчас об этом поговорим. Поехали. Первое. Интеграция. Что я имею в виду? Я имею в виду, что техническая интеграция это сделает так, чтобы кнопки нажимались. Это запуск продукта, это заполнение профиля, это отправка на модерацию, это интеграция с контрольной кассовой системой учета, это чтобы нажимались кнопки. И если опять же метафора с нашим айфоном, то это когда вы своему родителю дали iPhone, то вы что делаете? Не просто отдаете телефон, а вы говорите, вы достаете его из коробки, вы, вставляете сим-карту, вы там скачиваете Apple ID, регистрируете, и делаете так, чтобы делал звонки, чтобы это все работало. И здесь нам нужны IT-компании, которые бы закрывали эти задачи. Почему? То есть не только интеграция, например, с контрольной кассовой системой учета. После версии 2.0, а мы ее запустим, предположительно сейчас дата запуска 2.0, когда вы сможете зайти в App Store и обновить приложение, это 25 августа. Мы планируем к этой дате сделать релиз.
И после этого команда разработчиков начнет активно делать расширение API для того, чтобы у нас была возможность силами сторонних разработчиков дописывать различные решения, приложения для нашего продукта. И в будущем это уже создание своего собственного маркетплейса, чтобы еще раз силами сторонних разработчиков можно было бы дописывать приложения. Как выглядеть будет продукт через некоторое время? Предприниматель его покупает, заходит в UDS Game Store, он там выбирает себе какое-то приложение, там, или интеграция с контрольно-кассовой системой учета, или, например, бронь столов, или запись к специалисту и так далее. Он выбирает, нажимает кнопку, и у него разворачивается полностью кастомизированный под него продукт. Это сейчас для нас в приоритете. Идем далее. Идем дальше. Следующий момент – это внедрение. Внедрение – это то есть делать так, чтобы клиент понял ценность, разобрался в продукте, чтобы это все работало эффективно, то есть объяснить, как этот продукт работает. И опять же, в нашей метафоре с iPhone, это тогда, когда вы своему родителю не просто включаете телефон, он начинает звонить, а вы ему показываете возможности этого телефона. Говорите о том, что там есть мессенджеры, можно скачать себе, например, там Skype, можно там еще что-то сделать и там поменять, например, обои, то есть кастомизировать полностью под тебя. И вот здесь это огромное поле, и это огромный на сегодняшний день рынок сегодня. Для кого? Для маркетинговых компаний, для консалтинговых различных компаний, которые могли бы в линейку своих продуктов включать такой продукт, как внедрение UDS Game. И здесь нужны глубокие знания не только в продукте, здесь нужны глубокие знания в маркетинге. И наши партнеры, вот те партнеры, которые активно занимаются продуктом, те партнеры, которые посещают постоянно форумы, на сегодняшний день, на мой взгляд, это очень квалифицированные маркетологи, которые могли бы работать, например, как маркетолог на аутсорсе. Вот я задумался, почему, например, если есть бухгалтер на аутсорсе, но нет маркетолога на аутсорсе. То есть есть компании, которые сегодня об этом думают, но это не имеет широкое применение. Перспектива для нас, что в перспективе, это поддержка и поощрение создания компаний полного цикла по интеграции и внедрению продукта. Если говорить по рынку, значит, буквально несколько дней назад у нас подключился 10-тысячный клиент. Несколько дней назад 10 тысяч клиентов. Да, и это говорит о том, что за это время, за эти 2,5 года, 10 тысяч предпринимателей услышали наше предложение и выбрали UDS Game как систему лояльности для своего бизнеса. И это сегодня огромнейший рынок. Это большие деньги. Да? То есть мы создаем, по сути, около продукта, мы создаем целую бизнес-нишу, в которую могут прийти игроки, они будут приходить. И, как я уже говорил, что наша задача, то есть мы будем поощрять и поддерживать компании, которые запускаются вот с идеей полного цикла внедрения, интеграции внедрения UDS Game. У нас уже есть такие несколько компаний, которые таким образом работают. Мы сейчас рассматриваем несколько компаний, тоже таких, которые хотят быть компаниями-интеграторами полного цикла. И если у вас есть желание делать, сетапить такую компанию, то вы можете написать к нам на саппорт. Мы будем полностью поддерживать, мы будем там проводить обучение и так далее. То есть мы будем вместе вкладываться в вас для того, чтобы вы могли качественно заниматься интеграцией, внедрением продуктов в бизнес. И да. И про перспективу, так или иначе, в любом случае, у нас будет расти клиентская база, и через некоторое время будет это 50 тысяч клиентов, затем это будет 100 тысяч клиентов, затем мы будем в любом случае масштабироваться очень активно на другие рынки. Мы, в принципе, сейчас уже делаем. И подумайте, когда, например, 100 тысяч клиентов, это огромнейший спрос на качественное внедрение. Это огромнейший спрос, который можно удовлетворять и зарабатывать деньги. Внедрение, причем, это длинные деньги. Хорошо. И я очень много анализировал компании, которые, ну, скажем, самые успешные кейсы, которые есть сегодня не только на территории СНГ, а вообще, в принципе, в мире. И вот что я заметил, одну очень интересную особенность. Каждая компания, которая работает на рынке B2B с продуктом, она какое-то время определенное наращивает клиентскую базу. Есть исключение из правил, средняя температура по больнице это где-то 7-10 лет. Компания увеличивает свою клиентскую базу. То есть клиенты подключаются. Да? 7-10 лет. Ну, это средняя температура.
И 7-10 лет, и потом начинается не то, что стагнация, а потом начинается такая стабилизация и работа с той клиентской базой, которая есть. И если компания не масштабируется на другие рынки, она вот на этом уровне остается. И, как правило, первые годы количество клиентов подключается не так много. То есть рост, да, низкий темп подключения клиентов. Это нормальная абсолютная история. 7-10 лет, нам только 2,5 года продукту, мы сейчас запускаем генерация 2.0, и у нас еще много чего интересного впереди, но это не самое главное. Самое главное, что я заметил, что этой компании есть всегда такой момент, когда, вот знаете, что как будто вот как ракету приделали, да, то есть начинается просто вот постепенное пополнение клиентской базы, и где-то в какой-то момент щелчок, что просто идет повальное подключение клиентов вверх, именно в количестве клиентов. Я начал думать, смотреть, изучать, что же такое происходило в каждой компании, вот что такого происходило, для того, чтобы началось прям повальное подключение клиентов к их сервису. И, на самом деле, выделил два основных момента, почему это происходит. Первая причина, почему идет повальное подключение клиентов, это тогда, когда у клиента начинается осознанное потребление продукта. Понимаете, о чем я говорю? Не навязанное, а осознанное потребление продукта. А осознанное потребление продукта, оно возможно тогда, когда у клиента есть понимание ценности этого продукта. И мы можем формировать осознанное потребление через правильное и качественное внедрение продукта в бизнес. Вот передо мной выступали два ярких спикера. Это были просто потрясающие кейсы. Я их впервые услышал, потому что я знаю, что подготовкой этих кейсов занимался человек, который не может это плохо сделать. И я не смотрел, я просто смотрел за сценой. Это просто яркие спикеры, которые реально разобрались и поняли ценность продукта. И вот у них осознанное потребление этого продукта. То есть ресурс роста для вот, приделать ракету и взлететь. Да? И второй момент – это готовность рынка. Причем у готовности рынка есть три фазы. Первая фаза – это рынок не готов, вторая фаза – это рынок готов, и третья фаза – это уже необходимость. Да? Берем пример 1С. Когда 1С запускался, вы помните, наверное, что с очень жутким скрипом бухгалтера воспринимали этот продукт. Они говорили, что как бы, мы будем работать по старинке, Excel тоже все окей, и нам это не обязательно. Через некоторое время это стало уже нормой, рынок стал к этому готов. Что значит рынок готов? Предприниматели или бухгалтера в этом кейсе, они начинают задумываться о том, что им это надо. И сейчас уже на этом рынке мы наблюдаем необходимость. Необходимость – это тогда, когда абсолютно любой бизнес, когда он в этапе, когда предприниматель запускает компанию, он в расходы изначально закладывает покупку системы учета 1С. Второй пример – рынок CRM-систем. Например, если лет 5 назад еще никто об этом не думал, понятно, что крупные игроки, они об этом думали, они это знали, они сами себе написали, мы говорим только про малый и средний бизнес. Лет 5 назад никто об этом не думал. Сейчас уже я так думаю, что рынок, есть готовность рынка среди малого и среднего бизнеса, готовность рынка к CRM-системам. Почему? Потому что я тоже очень много общаюсь в полях, работаю и езжу на форумы, общаюсь с предпринимателем. Буквально недавно вот у меня была встреча с моим другом. Он, не скажу, что начинающий предприниматель, но вот как бы у него уже бизнес довольно-таки успешный, и он мне говорит: слушай, я хочу сейчас запустить CRM-систему. Я говорю: у тебя ее не было? Он говорит: нет, у меня ее не было, и я сейчас думаю, и ты можешь мне что-то посоветовать? Я у него спрашиваю: слушай, а ты, почему ты вообще решил, что она тебе нужна? Он говорит: нужна, потому что автоматизация бизнес-процессов там и так далее. Я говорю: окей, ты об этом думаешь, а ты думал вообще про программу лояльности собственную? Он говорит: нет, вот я об этом не думал. И я понимаю, что это, вот если мы говорим про системы лояльности для именно малого и среднего бизнеса, то мы сегодня с вами находимся на каком-то пограничном состоянии между рынок не готов и рынок готов. И в любом случае, рано или поздно, я не знаю, сколько пройдет время, но мы перейдем в стадию необходимости, когда каждый предприниматель при создании компании будет уже в расходы изначальные закладывать расходы на свою собственную систему лояльности. Если, например, в прошлом, если я говорил про осознанное потребление, это качественное внедрение продукта, а готовность рынка, мы, проводя наши форумы, мы постоянно создаем
культуру, да, у предпринимателей, как нужно работать с клиентами. Например, вот это выступление Гаррета. Вот предприниматели в зале, вы согласны с тем, что он говорил, что сегодня это самое, наверное, важное, так ведь? Именно лояльность клиента. Я обязательно сейчас, мы будем делать еще несколько коуч-сессий с Гарретом для того, чтобы он нам дал рекомендации, как наш бизнес развивать, как нам работать с нашими клиентами. Для меня был показательный пример Walmart и Amazon. Компания, которая генерит больше кэша, сегодня стоит меньше, чем компания, которая вроде бы меньше генерит, но капитализация выше за счет того, что у них есть понимание своих клиентов. Вот это очень важный момент. Вот этими даже вот просто выступлением. У нас сегодня очень много предпринимателей. То, что мы сегодня собрались, и Гаррет выступил и об этом рассказал, мы уже так или иначе создаем готовность рынка. Да? И мы будем проводить все больше и больше форумов. Мы уже на сегодняшний день провели, наверное, больше 100 форумов. Мы, да, вот именно силами наших партнеров. И наши форумы, их должно быть больше, и они должны быть качественные, потому что мы действительно несем правильный и нужный контент. Мы способствуем тому, чтобы наш бизнес в СНГ был эффективным. И есть еще одна вещь. Я вот это все говорил про наших клиентов, да, про предпринимателей. Теперь давайте поговорим про мобильное приложение, про нашего мобильного клиента. В каждой нише есть какой-то один мировой лидер. Какой бы мы отрасль или нишу не взяли. Сейчас поймете, о чем я говорю. Вот, например, у меня в телефоне есть вкладка «Путешествия». То есть в айфоне ты можешь собрать в одно окно все иконки. Да? Вот есть такое, да, и назвать как хочешь. Вот у меня такое есть, я назвал «Путешествия». У меня есть вкладка «Путешествия». И там у меня в этой вкладке есть мобильные приложения. То есть я туда, в эту вкладку, сложил мировых лидеров в отраслях. То есть, когда я путешествую по миру, я пользуюсь приложениями именно этих компаний. В этой вкладке есть однозначно Uber. То есть, где бы я ни был, в какую бы страну ни прилетел, крупные города, я могу без проблем в 2 клика вызвать себе машину и поехать туда, куда мне надо. В моей вкладке есть это приложение. Тоже знаете, что такое, да? То есть это тогда, когда ты можешь в самых дорогих столицах мира жить там за 10, за 15 долларов в сутки без проблем с шикарными, может быть, видами. Вы знаете, что в Париже очень тяжело найти отель с видом на Эйфелеву башню. Там есть, то есть вы ее вот так вот будете видеть, или, например, там одну только часть. А вот там на Airbnb можно найти апартаменты, где у тебя открывается шикарный вид на Эйфелевую башню. То есть это не просто доступно, это не просто дешево, а это еще возможность пожить как местный человек в местной квартире. Здорово. В моей вкладке есть это приложение, то есть где бы я ни был, я захожу, читаю отзывы, смотрю оценки при выборе абсолютно всего, куда пойти, или отель, или ночной там, клуб, заведение и так далее, ты можешь посмотреть, и там отзывы есть и как твоих соотечественников, так и других людей. Недавно у меня появилось вот это приложение, китайский стартап, который уже на сегодняшний день, по-моему, в 2 раунда собрали $1 миллиард. 1 миллиард долларов эти ребята собрали, это велопрокат. То есть они сейчас уже вышли на рынок США, Великобритании, по-моему, Сингапура. Недавно Forbes о них писал. То есть это велопрокат. Это тоже сейчас классное развлечение, когда ты путешествуешь, да, в других городах. Это, знаете, пользоваться не такси, а вот просто взять велик и просто проехаться на велике по европейской столице, просто вот так вот посмотреть. Это действительно круто, и это очень активно сейчас развивается. И во всей этой истории, что мы видим с нашим мобильным приложением? Наше мобильное приложение может быть тоже нишевым мировым лидером в плане офферов. Если вы смотрели презентацию Булата, технического директора, он говорил о том, что версия 2.0, наша новая генерация, второе поколение, мы хотим сделать офферное приложение. То есть это приложение, в котором ты можешь увидеть самые лучшие акции и предложения той локации, на которой ты находишься сейчас. То есть наша задача сделать так, чтобы без проблем путешествовать по миру с нашим приложением. И куда бы вы ни прилетели, вы заходите в приложение, оно спрашивает, ты здесь? Вы говорите, да, например, в Барселоне. И оно подтаскивает вам все предложения, которые есть у местных мерчантов, то есть предпринимателей, и ранжирует по твоим изначально заданным интересам.
Скажите мне, вы скачали бы такое приложение, которое показывало, где бы вы находились, показывало самые лучшие предложения местных предпринимателей? Это было бы интересно? Да. И сейчас нет такого одного единого игрока, такого мирового лидера, который мог бы закрывать эту потребность. За счет того, что у нас есть классная партнерская программа, мы имеем возможность очень быстро и гибко проникать на разные рынки. И я хочу сказать то, что нам 3 года, продукт 2,5 года, но мы, по сути, мы даже еще, вот, как говорил Гара, да, поезд где-то вот там еще вот этот едет. Наша ракета, она еще только заправляется, только заряжается. Очень скоро, вот мы сейчас будем работать второй половине 2017 года, будем давить на эти точки роста, закрывать эти точки роста для того, чтобы как можно быстрее приделать ракету и полететь в космос в плане количества клиентов. Это наша задача на вторую половину 2017 года. Ребят, на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Спасибо вам за внимание. И у нас будет еще много интересного во второй половине нашего мероприятия. Спасибо.